Друзья, всем огромный привет! Сегодня 19 мая. И наконец-то вот хотя бы вышло солнце. Я уже не говорю, что наступила уже летняя погода. Нет, очень прохладно. Вот, показывает 14, но это я из гаража только что выехал. Вот, ну где-то в этом районе 12-14 градусов. Вот, все меньше и меньше времени остается до начала моего нового мотопутешествия. Грубо говоря, уже меньше чем 20 дней. Но я еще так и не обслужил свой мотоцикл. И вот сейчас я выдвигаюсь именно туда, на дачу, чтобы заняться уже мотоциклом и его подготовкой. Друзья, в этом видео я расскажу о том, как я меняю масло. Но процесс замены масла, я думаю, рассказывать не стоит, потому что его и так все знают. Единственное, на что нужно обратить внимание у Африки, это то, что у нее 2 сливных пробки в поддоне. Да? Вот надо это не забывать. Вот масло я сейчас слил. Сейчас поменяю фильтр и залью новое масло. И буквально пару слов я скажу о том, какое масло я использую и как часто я его меняю. Это будет гораздо интереснее. Вот. И в конце, я думаю, что это уже будет позже, я расскажу о том, какую резину я купил. И попробую обосновать свой выбор. Наверное, больше всего споров на мотофорумах именно вот какое масло лить и как часто его менять. Вот, чтобы избежать всех этих споров, потому что я тоже думаю, что каждый по-своему прав. Какое масло заливать: синтетику, полусинтетику, крекинговое, там еще какое-то. Вот я покупаю оригинальное. Вот видите? И все вопросы сразу отпадают. Да, оно немножечко дороже, то есть официально оно в 2 раза дороже, чем вот, какое-то обычное масло, да. Но вот если поискать в Ангиботе, можно найти, значит, вот это в прошлом году я покупал 37 евро стоило, в этом году стоит 49, 50. Короче, 40, сейчас 50 стоит. Вот, но это примерно цена, как вот Матюль, тоже примерно столько же стоит. Вот, я, конечно, понимаю, что там не какое-то специальное хондовское масло, там особое какое-то, ничего подобного. Я так думаю, что там или Shell залит, или Fuchs. Потому что я знаю, что Honda официально, автохаусы, вот, представительство Honda в Германии, у меня друг работает вот у официалов, они лет 10 назад, у них был Shell, они применяли на все автомобили, заливали Shell, и сейчас Honda перешла на Fuchs. Немецкий производитель Fuchs. На все свои машины, вот, у меня там у сына, у меня машина, у жены, я покупаю именно вот масло марки Fuchs. Очень им доволен, отличное масло. Вот, я предполагаю, что там тоже именно этот Fuchs залит. Если в будущем это масло будет слишком дорого, если я не найду его в Ангиботе, да, вот, допустим, то я не буду покупать, конечно, за 90 евро вот эту банку. Вот, я куплю тот же самый Fuchs и залью его. Но пока, чтобы как бы все разнотолки убрать, то я покупаю вот это вот оригинальное масло. Да, оригинальный фильтр, тоже масляный. Так, ну все, мотоцикл готов, масло я поменял. Вот она, красавица, стоит. Кстати, вот хотел показать. Тут значит, задача была такая: выровнять вот это вот место. О, на солнце нагрелось как. Вот, чтобы сидеть максимально ровно. Вот. И вот это самое широкое место седла. Я здесь снял, значит, обшивку и вырезал вот так вот поролон. Здесь вот края я оставил. Вот видите, вот она. Вот. И получается, в принципе, как бы вот эту вот поверхность я выровнял. Это для того, чтобы как бы в дальней дороге, когда немного затекает, я отодвигаюсь вот так вот назад, просто меняю это положение, немножко положение тела. И самое главное, нет вот этого эффекта, знаете, когда вот так вот скатываешься вперед, постоянно съезжаешь, и штаны вот здесь вот натягиваются. И вот встаешь, там поправляешь, опять постепенно опять скатываешься вперед. Если ты едешь много часов, то всегда это неудобно. А в этом положении вот я просто назад немножко отъехал, и сижу ровненько, и все, и не надо ничего заморачиваться ни с какими там сиденьями там. Так что здесь достаточно высокая, потому что низкое сиденье, опять же, она меняет геометрию, и вот в коленках у вас ты сидишь ниже, но в коленках
ноги сгибаются больше. Для дальней дороги это не очень хорошо. Вот. А вот это решение самое оптимальное. Тут ничего не требуется. Поролон немножко вырезал вот ровно. Со шкурой вообще получается очень здорово. Друзья, вот не успел закончить фразу, неделя уже пролетела. Настолько скоротечно наше время. Вот, посмотрите, какое небо. Я уже забыл, как выглядит действительно безоблачное небо. Оно не такое синее, как должно было бы быть, но все-таки оно прекрасно. Вот, и сегодня, значит, я продолжаю подготовку к моему мотопутешествию, до которого осталось буквально чуть больше недели. И сегодня я поменяю резину. Наперед пойдет Michelin Anáky Wild, да? Я ее так называю, не знаю, как она по-английски звучит. А зад, значит, ТКЦ 70 Rocks. Вот она. Значит, почему именно этот вариант? В данный момент на мотоцикле у меня стоит, значит, Michelin Anáky Adventure. Вот перед. Да. И вот зад. Собственно говоря, я очень доволен этой резиной. Я считаю ее просто максимально универсальной. Она, значит, очень стойкая к износу. Да, ну, вот эта резина, я уже ее второй раз обул. Да, сюда, получается, она прошла у меня турецкое кольцо, где-то порядка там 12 тысяч километров я ее снял, и в прошлом году я снова ее поставил. И вот сейчас, пока я докатываю, вот она прекрасно держит дорогу, все у нее просто чудесно, но единственный недостаток, это, конечно, особенно переднее колесо, да. Вот, довольно такой мелкий протектор. Позиционирует она себя как 80/20. 80 это, значит, асфальт и 20 бездорожье. Вот, ну, на бездорожье оно на сухом грунте, вот на сухих грунтах все прекрасно. Я ездил вот и на Стеллу Альпину на ней, она прекрасно себя ведет, кстати, да, вот на этой резине. Но вот именно влажный грунт, трава вот такая, она сразу пасует. Поэтому в одиночном путешествии нужно все-таки, чтобы был запас и была возможность где-то там как-то проехать в каком-то, может быть, пусть небольшом, но сложном участке. Вот, и опыт последнего вот похода, прошлогоднего, показал, зад толкает, а перед не держит. То есть получается, у тебя перед постоянно плывет, хотя зад выталкивает из любой, как говорится, из любого болота. Вот, поэтому я решил так, что лучше иметь более управляемый мотоцикл, да. Если там где-то он начнет застревать, то, в принципе, там как-то можно помочь, вытолкнуть и туда. Но очень важно, чтобы перед держал хорошо дорогу. Поэтому выбор у меня вот такой, значит, перед будет держать максимально, ну, плюс вроде как для асфальта она тоже очень так неплохо на асфальте себя чувствует. А зад, вот, я не стал брать именно зад тоже Michelin Anáky Wild, вот это, потому что я думаю, что зад нужен все-таки более такой, более стабильный, и мне кажется, этот вот выбор будет правильный. Процесс монтажа я показывать, наверное, не буду, там ничего сложного, просто, может, пару таких моментиков интересных просто покажу. А, да, и еще я забыл в прошлый раз сказать насчет интервала замены масла. Значит, тут тоже все очень просто. На рынке сейчас 90% всех масел моторных, это которые очищается технологией гидрокрекинга. Вот. Ресурс этого масла, как заявляют, примерно 250-300 часов, моточасов. Вот. Поэтому мы делаем простой расчет. Берем среднюю скорость мотоцикла, она вот я у себя посмотрел, у меня она составила 45-47 км в час, ну округляем 40 км в час. Да, за час мы проезжаем 40 километров, 250 часов, 40 умножаем на 250, получаем цифру 10 тысяч километров. Все, ресурс масла 10 тысяч километров. Каждые 10 тысяч я меняю масло. Если сейчас вот я отправляюсь в путешествие, и средняя скорость у меня, конечно, возрастет, вот, непременно, то ничего страшного не будет, если я поменяю через 12. Но, как правило, я вот для себя решил, каждые 10 тысяч километров я меняю масло и не заморачиваюсь на всякие там, знаете, вот, если проеду даже 11 или 12, ничего страшного, поменяю в 12. Ну все, закончил я обслуживание. Вот. Передняя.
вот задняя. Я уже проехал, попробовал, немножечко тут дал, как она себя ведет. Отлично все ведет. Кстати, поменял масло в вилке, заодно все снял. Думаю, надо поменять. Залил простое масло, не стал заморачиваться. Вот такое вот в полу купил. Вот, так что все нормально. А, еще хотел, забыл я снять вот эта штука. Вот. Первый раз я ее использовал. Значит, вот сюда наматываешь, сюда продеваешь, подтягиваешь вот так вот, да, и колесо заднее вывешивается. Вытаскиваешь ось, и оно висит вот на этой стропе. Вот, просто идеально получается, просто шикарно. Я ее вот так вот отвел, ось вытащил, отвел, и потом, когда вставлял, также я ее подвесил, вот так вот подтянул, вставил распорные вот эти втулки, сюда загнал, и сюда, ось всунул, и все прекрасно. Вот. Возьму эту штуку с собой, в случае чего где-то как-то можно будет спокойно делать. В общем, все это, я думаю, наверное, последнее видео. Да, кстати, насчет Туарега еще хотел сказать. Значит, на той неделе мы ставим его на учет, и я создам на канале отдельный такой плейлист, будет называться «Приключения Туарега». И туда уже будем выставлять видео с этим мотоциклом. И, значит, перед самым стартом я запишу небольшое такое видео и отправлю в свое путешествие. Все, ребята, давайте. Удачи!